Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок желаний. Я вяжу вот такие мужские носки. Один носок у меня уже готов. Вяжу второй носок и уже дошла до того момента, когда мне нужно вывязывать пяточку. И решила показать вам, как я вяжу вот такую пятку. Это пятка стронг. Мы с вами уже вязали пятку стронг, но немножко иную, когда вязали вот эти носки для ягодного папы. Здесь пятка вывязывается путем прибавок вот здесь вот, в районе клина подъема. Вот такие носки у меня получились. Если вы пропустили данный мастер-класс, я оставлю вам подсказку и ссылку в описании под видео. Носочки у меня получились одинаковыми. Если они вам понравились, то вяжите такие носочки вместе со мной. А на этих носках я также вывязываю пятку стронг, но прибавки я делаю немного иначе. Здесь прибавки делаются в районе пятки, вот здесь вот. Поэтому пятка получается вот такая. Кстати, она очень удобно сидит на ноге. Чашечку я вязала вот таким образом. Видите, как выполнены незаметно убавки, очень красиво получается. В пяточку я вставила синтетическую нить, чтобы носочки служили подольше. Я вяжу в подарок на размер 42-43. У меня нет возможности примерить эти носки, поэтому расчеты я делаю примерно, исходя из размера моего мужа. У мужа 43 размер, длина у него стопы 28 сантиметров, а обхват стопы вот здесь, вот в подъеме 27 сантиметров. Я решила не снимать подробный мастер-класс на эти носки, потому что особо тут показывать нечего. Я вам просто объясню, сколько петель я набирала, как вязала резинку, как вязала паголинок. И остановлюсь очень подробно, как вывязывать вот эту пяточку. Вяжу я носки из пряжи Alize Superwash Artisan в составе 75% шерсти, 25% полиамида, обычный носочный состав, в 100 граммах 420 метров и цвет 274. И вяжу я на спицах 2 миллиметра. Для того, чтобы определить, сколько петель нам набрать на резинку, я вяжу образец и измеряю свою плотность вязания. Образец я вяжу основным узором, это у меня лицевая гладь, и когда я определяю свою плотность вязания для вязания носков, я образец вот так немного растягиваю с той плотностью, с которой я хочу, чтобы носочки сидели на ноге. У меня плотность вязания получилась 2,5 петель в сантиметре. Затем я плотность вязания умножаю на обхват стопы 27 сантиметров, и у меня получается 67,5 петель. И это количество петель мне надо округлить до целого числа и так, чтобы оно делилось на 4, потому что я вяжу резинку 2 на 2, и я решила набрать 68 петель. На 2 спицы 2 миллиметров я набираю 68 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг, замыкаю вязание в круг и распределяю петли на 2 спицы. И у меня на каждой спице по 34 петли, и вяжу резинку 2 на 2. Резинку я вязала высотой 15 рядов. Далее я вяжу паголинок, и я решила, что сзади у меня в районе пяточки будет проходить вот такой узор. Также резинка 2 на 2. У меня очень удачно получилось, что середина первой спицы пришлась вот на эти 2 лицевые петли. Я повесила маркер, чтобы вам было виднее. Это хвостик начала ряда, это первая спица. И вот здесь посередине первой спицы у меня получилось 2 лицевые петли. И я решила сделать вот такой узор, пустить 3 дорожки из 2 лицевых петель. Если у вас так не получается, просто перераспределите петли. Особое значение здесь не имеет. Главное, чтобы на первой спице или на второй спице, неважно, в зависимости от того, где вы будете вязать пяточку, у вас посередине спицы, вот так ровно посередине, было 2 лицевые петли. Далее мы будем вывязывать пяточку. После резинки я провязала 35 рядов паголинка. Высота паголинка вместе с резинкой у меня 11,5 сантиметров. И далее будем вывязывать пяточку.
Приступаем к вывязыванию пяточки. Я пятку буду вывязывать на первой спице, там же, где я продолжала вывязывать узор резинку 1 на 1. У меня на каждой спице сейчас по 34 петли. Я повесила маркер по середине первой спицы. И у меня середина приходится между двух лицевых петель. И прибавки на пяточку будем делать перед лицевой петлей и после лицевой петли. Перед лицевой петлей я буду делать прибавку с наклоном вправо, а после лицевой петли я буду делать прибавку с наклоном влево. На первой спице буду вывязывать пяточку, но сохраняя узор, вот эту резинку и лицевую гладь. А на второй спице буду продолжать вязать просто лицевыми петлями. Итак, вяжу по узору, не довязывая до маркера одну петлю. Дошла я до того места, где мне нужно делать прибавку. Перед лицевой петлей я буду делать прибавку с наклоном вправо. Делайте прибавку так, как удобно. Можете делать из протяжки, можете делать из петли на ряд ниже. Я же буду делать здесь скрещенный накид с наклоном вправо. Для этого я вот так делаю накид на спицу. Вот таким образом. И у меня получается прибавка с наклоном вправо. Подтягиваю накид хорошенько. Провязываю лицевую петлю, перебрасываю маркер, провязываю еще одну лицевую петлю. И теперь делаю прибавку с наклоном влево. Также делаю скрещенный накид, но вот таким образом. Его подтягиваю, дальше вяжу по узору до конца спицы и на второй спице провязываю все петли лицевыми петлями. Провязала я первый ряд и сделала 2 прибавки. Сейчас у меня вот на этой первой спице 36 петель. Второй ряд вяжем без прибавок, и в этом ряду я хочу вам показать, как я буду провязывать прибавленные петли. Вяжем все петли по узору до прибавленной петли. Вот эта петля, которую мы прибавили в прошлом ряду, в первом ряду. И мы ее должны провязать. Смотрим внимательно, как нам нужно провязать. Вот посмотрите, как располагается петля на спице. И нам нужно провязать ее лицевой петлей за заднюю стенку. Вот так. Далее вяжем по узору лицевая петля, перебрасываем маркер, лицевая петля. Вот это прибавленная петля. Смотрите, как она располагается на спице, и ее провязываем за переднюю стенку лицевой петлей. Дальше вяжем по узору до конца спицы и на второй спице провязываем все петли лицевыми петлями. Вяжем третий ряд и в третьем ряду делаем снова прибавку. Провязываем все петли по узору, не довязывая до маркера уже 2 петли. Не довязали мы до маркера 2 петли и здесь делаем прибавку. С этой стороны делаем прибавку с наклоном вправо. Вот таким образом набрасываем петлю на спицу. Подтягиваем хорошенько, у нас получается прибавка с наклоном вправо. Провязываем 2 лицевые петли, перебрасываем маркер. С другой стороны также 2 лицевые петли провязываем и делаем прибавку с наклоном влево. Вот таким образом набрасываем петлю на спицу. Получаем прибавку с наклоном влево. Подтягиваем и далее вяжем до конца спицы по узору. И на второй спице провязываем все петли лицевыми петлями. Провязала я третий ряд и сделала еще 2 прибавки. У меня сейчас на первой спице уже 38 петель. Вяжу 4-й ряд. В 4-м ряду прибавок я не делаю. И покажу вам еще раз, как я буду провязывать прибавленные петли. Дошла я до прибавленной петли. Эту петлю провязываю лицевой петлей за заднюю стенку. И далее провязываю 2 петли.
перебрасываю маркер, провязываю 2 петли лицевыми петлями и вот эту прибавку провязываю за переднюю стенку. Далее вяжу по узору до конца спицы и на второй спице провязываю все петли лицевыми петлями. Провязала я 4 ряда, делая прибавки через ряд. Вот так у вас будет выглядеть прибавки, если вы их будете делать так же, как и я. Вот эту петлю мы прибавили в первом ряду, эту мы прибавили в третьем ряду. В следующем ряду мы будем делать прибавку перед лицевой петлей. То есть с этой стороны мы делаем прибавку после изнаночной петли перед лицевой петлей, а с этой стороны мы делаем прибавку после лицевой петли перед изнаночной петлей. И прибавки у вас будут выглядеть вот таким образом, как будто зигзаги. Вы можете выбрать другой способ прибавок. И прибавки мы делаем до тех пор, пока на спице, где мы вывязываем пяточку, количество петель не удвоится. У меня на этой спице было 34 петли. Мне нужно прибавить 34 петли, чтобы на этой спице было 68 петель. Итак, вяжите далее самостоятельно, делая прибавки через ряд, пока у вас количество петель на этой спице не удвоится. Выполнила я необходимое количество прибавок. У меня на первой спице 68 петель, на второй спице 34 петли. Обязательно проверьте, чтобы вы все прибавки сделали. Можно посчитать таким образом. После изнаночной петли у нас идут лицевые петли, которые мы с вами прибавляли. И с этой стороны перед изнаночной петлей у нас идут прибавленные петли. Вначале у нас было 2 петли. 34 петли мы прибавили, значит вот здесь у нас должно быть 36 лицевых петель. Далее будем вывязывать чашечку. Чашечку вяжем наподобие французской пятки или пятки подковы или пятки косынки. Если вы не вязали такую пятку, то можете посмотреть у меня в мастер-классе. Мы вязали с вами пятку подкову, когда вязали коротенькие носочки спортивные. Я вам оставлю подсказку и ссылку в описании под видео. Здесь будем вязать подобную пятку, но немного иначе. У меня здесь стоит маркер ровно посередине пяточки. Я буду оставлять 2 петли не провязанными. Вот здесь было 2 петли, и здесь я буду оставлять 2 петли. Затем буду провязывать 2 петли вместе и еще одну петлю. Развернусь на изнаночную сторону, после маркера провяжу 1 петлю, затем 2 петли вместе и еще одну лицевую петлю. Но убавки я буду делать так, чтобы они были минимально заметные. Видите, как выглядят убавки на чашечке? Чтобы у вас так получилось, нужно с этой стороны провязывать 2 петли вместе с наклоном вправо, а с этой стороны провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Если вы будете по-другому делать, то у вас линия убавок будет выглядеть по-другому. Вот здесь у меня комбинированная пяточка, и половину пятки я провязывала именно другим способом. С этой стороны у меня провязано 2 петли вместе с наклоном влево, а с этой стороны провязано 2 петли вместе с наклоном вправо. И тогда видите, как будет выглядеть линия убавок. Здесь видна вот такая явная черта. Если вы хотите, чтобы она выглядела вот так, то провязывайте убавки так, как мы вязали на спортивных носочках. Если вы хотите, чтобы у вас убавки выглядели вот так, то мы будем сейчас вязать именно такие убавки. Итак, я сейчас провяжу все петли по узору до маркера. Дошла я до маркера, не довязала 1 петлю. И здесь я буду добавлять синтетическую ниточку. У меня есть вот такая нить. Я купила ее в обычном швейном магазине. Это нить полиэстер. Не знаю, есть тут что-нибудь полезное. 20 грамм. Номер 04. Может, это толщина нити, не знаю. Вот такую ниточку купила я. Немножко не угадала с цветом, но ничего страшного. Эти носочки я вяжу в подарок своему папе.
Если бы я вязала мужу, то я бы в пятку ничего не добавляла, потому что он носит носки годами, ничего не протаптывает. А мой папа, как и я, изнашивает носки моментально. Поэтому я буду в пяточку добавлять вот такую ниточку для усиления. Поэтому нить я буду добавлять вот здесь, не довязывая одну петлю до маркера. Вот таким образом я добавила нить, потом я просто кончик этот спрячу. Итак, перед маркером у меня остается одна петля, я ее провязываю лицевой петлей, перебрасываю маркер, провязываю лицевую петлю. И далее буду делать убавку. С этой стороны я буду делать убавку с наклоном вправо. Для этого я вот эти две петли провязываю вместе лицевой петлей за передние стенки и подтягиваю. И следующую петлю провязываю лицевой петлей. И у нас получилась убавка с наклоном вправо. Разворачиваем на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Далее вяжем изнаночными петлями. Маркер перебрасываем. После маркера провязываем одну изнаночную петлю. Затем делаем убавку. Я буду с этой стороны делать убавку таким способом, чтобы две петли получились на лицевой стороне с наклоном влево. Для этого я делаю так. Я две петли изнаночные разворачиваю левыми стеночками вперед. Вот таким образом, обратите внимание. Обе петли у меня должно быть развернуто. И провязываю их две вместе за задние стенки. Вот так подхватываю две стенки петли и провязываю изнаночную петлю. Подтягиваю и еще одну петлю провязываю изнаночной петлей. Разворачиваюсь. И посмотрите, как выглядит у нас убавка. Вот, если вам видно, с наклоном влево. Далее первую петлю снимаю, вяжу все петли лицевыми петлями. Обратите внимание, я уже начинаю вязать петли лицевые за задние стенки, потому что изнаночную я провязываю бабушкину. Перебрасываю маркер. В принципе, нам маркер больше не нужен, потому что у нас вот здесь, обратите внимание, получаются такие дырочки, которые будут нам ориентиром. Вяжем все петли лицевыми до разрыва, не довязывая одну петлю. И вот эту петлю нам нужно провязать со следующей петлей вместе лицевой петлей за передние стенки. Провязываем 2 петли. Получается убавка с наклоном вправо и еще одну лицевую петлю. Вот так. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. Вяжем все петли изнаночные, не доходя одну петлю до разрыва. И вот здесь мы провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Эту петлю я не разворачиваю, а вот эту петлю я разворачиваю левой стеночкой вперед. Вот так. Внимательно смотрите. Вот так у вас должна петля лежать на спице. И провязываю эти 2 петли вместе изнаночной петлей за задние стенки. Вот так, девчонки, подхватываем 2 петли и провязываем изнаночной петлей. И еще петлю одну провязываю изнаночной. Разворачиваем на лицевую сторону и продолжаем так вязать. Первую петлю снимаем, далее вяжем лицевыми петлями, не довязывая одну петлю до разрыва. С этой стороны провязываем 2 петли вместе за передние стенки и еще одну лицевую петлю. Разворачиваемся, первую петлю снимаем, вяжем все петли изнаночными петлями, не довязывая одну петлю до разрыва. С этой стороны вот эту петлю разворачиваем, вот так левой стеночкой вперед. И провязываем эти 2 петли вместе за задние стенки изнаночной петлей. И еще одну петлю провязываем изнаночной петлей. Разворачиваемся. И вот посмотрите, что у вас должно получаться.
И так вяжем туда и обратно, пока у нас на спице вот на этой не останется начальное количество петель. У меня это 34 петли. Провяжите чашечку самостоятельно и встретимся с вами, наверное, в последнем ряду чашечки. Решила я вернуться к вам немного пораньше и показать два момента, на которых, возможно, у вас возникнут вопросы. Посмотрите, где я остановилась. Сейчас мне нужно провязывать 2 вместе петли, но идет у меня вот здесь изнаночная петля. Вот после разрыва идет изнаночная петля. И я решила так, что не буду я дальше добавлять вот эту синтетическую нить, вернее, я буду ее добавлять вот так, чтобы она шла по прямой, но не чтобы она вот сюда шла уголком. Видите, убавки идут вот до сюда. Я не хочу, чтобы вот эта синтетическая нить вот так углом шла. Тут достаточно и этой ширины вполне. Вот, посмотрите, видите, ниточка идет вот так по прямой. Поэтому вот здесь, где у меня началась изнаночная петля, я буду до этого места довязывать с ниточкой, дальше буду вязать без ниточки. Сейчас я вам покажу. И второй еще важный момент для тех девочек, которые только начинают вязать и которые вяжут бабушкиным методом провязывания петель, как и я, как здесь провязать 2 петли вместе с наклоном вправо и влево, когда у нас здесь не лицевая петля, а изнаночная петля. То есть дошли мы до разрыва, у нас здесь идет изнаночная петля. Когда мы провязываем 2 петли вместе, нам нужно, чтобы петля была на спице, лежала правой стенкой вперед. Вот видите, как у меня изнаночная лежит неправильно. Это бабушкина изнаночная петля. Если вы вяжете так же, как и я, то эту петлю вам нужно вот так развернуть, чтобы она лежала правой стеночкой вперед. И только теперь мы провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, подхватываем 2 петли вот так за передние стенки и провязываем лицевой петлей. Следующую петлю я провязываю лицевой петлей за заднюю стенку, потому что у меня бабушкина изнаночная петля. Вот так. Теперь разворачиваемся, вяжем все петли изнаночными петлями, первую петлю снимаем. Дошли до разрыва, проверяем, как лежит эта петля на спице. Видите, так как я вяжу бабушкиными петлями, то она лежит у меня правильно, не разворачивать ее не нужно. А те, кто вяжет классикой, тем придется перевернуть эту петлю. Провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей за задние стенки и еще одну петлю изнаночной петлей. По лицевой стороне вяжем лицевыми петлями пока еще в 2 нити. Дохожу я до того места, где я больше вот эту дополнительную ниточку не буду использовать. Я ее откладываю в сторону, не отрезаю, просто откладываю. Дальше вяжу, как мне нужно, делаю убавку. Здесь у меня убавка с наклоном вправо. И еще одна лицевая петля, вот так. То есть 2 петли я провязала без этой дополнительной нити. Разворачиваюсь, вяжу точно так же изнаночными петлями. Вот посмотрите, где я оставила нить. Вот, видите, петля. Я ее сейчас провяжу без нити. Только потом я подхватываю вот эту нить дополнительную и далее вяжу с этой дополнительной нитью. Провязываю я последнюю петлю с дополнительной нитью, оставляю ее вот так в сторонку. Вот у нас место, где нам нужно провязать 2 петли вместе. Без этой дополнительной нити смотрю, как у меня петля располагается на спице, переворачиваю ее, провязываю 2 петли вместе изнаночной за задние стенки и еще одну изнаночную петлю без ниточки. Видите как? То есть 3 петли, вернее 2 петли я провязала без этой дополнительной нити. Разворачиваюсь. На лицевой стороне первые 3 петли провязываю без ниточки, первую снимаю. Вот видите, у меня здесь с дополнительной нитью была, я ее без нити провязываю. Только теперь я беру дополнительную вот эту ниточку и вяжу далее с ней.
Вот, посмотрите, дохожу я до того места, где у меня вот эта ниточка заканчивалась. Последнюю петлю я провязываю с дополнительной нитью, оставляю ее. Далее вяжу без дополнительной нити. Лицевая, 2 петли вместе, изнаночную разворачиваю, провязываю за переднюю стенку и еще одна лицевая петля. Вот так разворачиваюсь. Здесь вяжу без дополнительной нити. Вот смотрите, вот здесь у меня петля с дополнительной нитью. Я ее провязываю сначала без дополнительной нити, потом беру эту нить и вяжу дальше. Вот так. Дохожу вот до этой петли, где мы меняли ниточки, провязываю ее с дополнительной нитью, оставляю нить в сторону, далее вяжу без этой нити. Здесь мне нужно провязать 2 петли вместе, петля правильно у меня лежит. Кто вяжет классикой, те переворачивайте. 2 вместе изнаночной и еще одна изнаночная петля. Вот так. Разворачиваемся, первую снимаем, далее вяжем лицевыми петлями, доходим до той последней петли, которая у меня с нитью провязана, провязываем ее без нити и только теперь подхватываем ниточку. И так вяжем туда-обратно. И у вас вот так получится по прямой. Если вы не хотите на это тратить время, пожалуйста, вяжите до конца. У вас тогда вот эта ниточка будет вот так треугольничком. Видите, а у меня вот так по прямой. Давайте я вам покажу, что на изнаночной стороне будет получаться. Вот видите, как ровненько. Если вот тут через петельку вы будете ниточку эту подхватывать, у вас получится вот так ровно. Вот видите? Вот так красиво. Так, вяжите дальше, пока все петли вы не убавите. И, наверное, уже встретимся с вами в последнем ряду вывязывания чашечки. Выполнила я все убавки на первой спице, и вот что у меня получается. По лицевой стороне я провязала 2 петли вместе лицевой петлей и еще одну лицевую петлю. Здесь у меня уже петель не осталось. Затем развернулась на изнаночную сторону, по изнаночной стороне провязала 2 петли вместе изнаночной петлей и еще одну изнаночную петлю. Все, с этой стороны у меня тоже больше петель нет. Если посчитать, сколько петель у меня получается на первой спице, у меня здесь 36 петель, а мне нужно, чтобы их было 34. 34 должно быть на одной спице и 34 на другой спице. И как же я поступлю? Я сделаю сейчас таким образом. У меня сейчас провязан последний изнаночный ряд. Я буду вязать по лицевой стороне. В последнем ряду я ввяжу вот эту дополнительную нить. Вот здесь дополнительную нить я обрежу, буду вязать дальше и провяжу 2 петли вместе, только я буду провязывать вот эту последнюю петлю с одной спицы и первую петлю с другой спицы лицевой петлей. Затем я перейду на круговое вязание, провяжу по верху носка все петли лицевыми петлями и здесь провяжу также 2 петли вместе с одной спицы и с другой спицы вместе буду провязывать лицевой петлей. Далее буду вязать по кругу просто лицевыми петлями такую длину носка, которая мне необходима. Итак, давайте провяжем вместе. Вяжу по лицевой стороне, первую петлю снимаю. Далее вяжу все петли лицевыми, не забываю ввязывать в последний ряд вот эту дополнительную нить. Последнюю петлю мне нужно провязать вместе со следующей петлей. Я ее переношу на следующую спицу вот так. И провязываю 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо за передние стенки.
Одну петлю убавили, далее вяжем верх носка все петли лицевыми петлями. Дошла я до конца спицы, последнюю петлю на спице я провяжу вместе со следующей петлей. Я переношу первую петлю с первой спицы, вот так, и буду провязывать эти две петли вместе лицевой. Но для того, чтобы у меня получилось две петли вместе с наклоном влево, мне вот эту петлю нужно перевернуть вот так левой стеночкой вперед и провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за задние стенки. Одну петлю мы убавили. Итак, у меня сейчас получается на одной и на второй спице по 34 петли. Далее вяжем по кругу такую длину носка, какая вам необходима. Я сейчас немного провяжу и покажу, что у меня получилось. Вот такая пяточка у вас должна получиться. Посмотрите, какие красивые убавки. Вот эту дополнительную ниточку выводим на изнаночную сторону, и вот эту ниточку прячем по изнаночной стороне. И хотела вам показать один очень важный момент. Вот здесь посмотрите, где у нас был стык двух спиц, последние петли в пяточке, в чашечке, видите, когда мы провязывали 2 петли вместе, немного растянутые. Не пугайтесь, так часто происходит, потому что на стыке спиц обычно очень сильно растягиваются петли, когда мы вяжем чашечку туда и обратно. И вот именно последние петли очень сильно растягиваются. Специально ничего не поправляла, чтобы вам показать, как я делаю. Нахожу, вот, видите, 2 петли мне вот этих не нравятся. Я беру вот так вот и подтягиваю их. Вот видите? И вот так вот потихонечку подтягиваю их по полотну. И посмотрите, как изменилось у нас. Вот здесь еще можно подтянуть эту петлю. Не спеша, потихонечку смотрите, чтобы не перетянуть петли. Вот, посмотрите, как становится все гораздо ровнее. После стирки вообще все выровняется, ничего не будет видно. С другой стороны, петли растягиваются, но не так сильно. Вот, видите, вытянутая петля. Я ее сейчас также подтяну немножко. Вот видите, она уже сразу ровнее. После стирки вообще будет все идеально. Вот так у вас должно получиться. Далее вяжете стопу на нужную вам длину. Провязала я носок необходимой мне длины. Чтобы провязать нужную длину носка до убавок на мыске, я всегда делаю расчет длины мыска. Как я считаю длину мыска, я вам уже показывала, снимала 2 подробных видео. В одном видео я показываю, как я делаю расчет длины мыска, если последние петли я просто стягиваю. Во втором я считаю длину мыска, если я мысочек сшиваю иглой петля в петлю. Но принцип расчета одинаково. Если вы это видео не видели, то я вам оставлю подсказку и ссылку в описании под видео. Я рассчитала длину своего мыска. У меня длина мыска получилась 21 ряд или 5 сантиметров. Я вяжу носок на длину стопы 28 сантиметров. От этой длины отнимаю длину мыска 5 сантиметров и еще 1 сантиметр, чтобы носочек сидел плотнее на ноге, и получается 22 сантиметра. И я сейчас провязала носок длиной ровно 22 сантиметра. Сейчас я буду делать убавки на мыске и формировать ленточный мысок. Как я вяжу ленточный мысок, я вам показывала в каждом видео по вязанию носков и даже отдельный ролик снимала. Обязательно смотрите подсказки и ссылки в описании под видео. Также у меня на канале есть плейлист носки, и там собраны все полезные видео по вязанию носков. Переходите на канал и посмотрите, там много чего полезного. Сейчас я просто вам расскажу, как я вязала мысок. Я решила вывязать ленточный мысок.
На ленточку я взяла 4 петли и делала убавки с одной и с другой стороны от ленточки. Первую убавку я всегда делаю вот с этой стороны, правее от ленточки. Справа я делаю убавку с наклоном влево, а слева я делаю убавку с наклоном вправо. И видите, каким образом у меня выглядят убавки. Если вы хотите, чтобы у вас убавки выглядели в виде такой явно выраженной косички, то делайте убавки по-другому. С этой стороны делайте убавки с наклоном вправо, а с этой стороны делайте убавки с наклоном влево. Я делала убавки 8 раз через ряд, то есть первый ряд я провязываю с убавками, второй ряд без убавок, третий с убавками, четвертый ряд без убавок. И так 8 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далее я делала убавки уже в каждом ряду, и у меня 4 убавки в каждом ряду. Раз, два, три, 4. Затем у меня осталось 20 петель, которые я сшивала иглой петля в петлю. И вот такой мысок у меня получился. Я снимала отдельный ролик и показывала вам, как шить мысок иголочкой петля в петлю, для того, чтобы вот здесь вот не было явно выраженного уголка. Посмотрите, какой мысок у меня получился. Очень ровный и аккуратный. Вот такие носочки у нас получились. Вот такая пяточка. Очень удобная пятка. Особенно эта пятка удобна для тех, у кого нога с высоким подъемом или для ног, склонным к отечности. В этих носках получается вот здесь очень хорошая ширина и хорошо садится на ногу с высоким подъемом. Вот такие замечательные носочки получились. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. До встречи, всем пока-пока!